Я сегодня хотел, знаете, с чего начать с общей. Я люблю коллекционировать истории людей. Мгм. Вот. И я когда узнаю истории, вдохновляюсь, что-то там изучаю. Вот, поэтому мне интересно ваш путь. Вот, как вы начали с единоборств, боевых Да-да. искусств. Почему туда пришли? И Ну, на самом деле путь начался с боевых искусств. Конечно же, там тоже непознанный мир, много что там открывалось, но наступил какой-то этап, когда, если так можно выразиться, стало тесно. Стало тесно, наверное, в духовном плане, потому что уже все время какой-то внутренний поиск, который заставлял двигаться, связывать даже те же практики из единоборств уже немножко по-другому. Что они могут дать помимо самозащиты, помимо самообороны, что они могут открыть как видение, как восприятие, как это можно привязывать к жизни. И вот, наверное, в этот момент столкнулся, это очень интересная история, столкнулся с системой Миркалем Снакулыча. как столкнули? Ну, если вкратце сказать, мистическим образом. Почему? Узнал об этом позже, потому что, опять же, уже когда вплотную стали общаться, когда стал учеником Миркалема Соколыча, рассказал ему историю такую, что много лет печатались с братом в журнале «Спортивная жизнь России». Ну и как дети привозили родителям эти журналы. А потом где-то, может быть, 10 лет назад приехал к родителям, и эти журналы вдруг упали, но упали необычным образом. Открылась страница, когда мы привозили журналы, конечно же, там были наши фотографии, статьи о нас с братом, мы там вели уроки. Когда журнал упал, открылась страница, где Мирзакарим Сакулыч. То есть мы были, оказывается, пропечатаны в одном журнале. И почему-то это уже, общаясь с мастером, уже обладая какими-то навыками и наблюдением, начал листать страницы и считать страницы. Опять пересчитал, пролистал назад, оказалось, что было 5 страниц, а это как раз через 5 лет после именно даты выхода журнала, этой статьи, мы встретились с Мирзакарим Сакулычем. И Мирзакарим Соколычу, когда рассказал, он сказал: ну вот видишь, ну он же любит ласковые слова. Говорит, видишь, насколько ты тупой, что тебе даже информация была дана в журнале, пропечатана, чтобы ты увидел. То есть вот такая встреча. И потом уже был организатором, потом уже был результат у моей мамы, у которой была онкология. Стал организатором этой методики, и потом уже понял, что хочу двигаться именно просто по этому пути. А что вот искали в боевых искусствах? Или это было просто это было необходимым тогда умение защищать себя, или вам нравилось что-то другое? Что вы там искали? Нет, это защита, конечно же, она в начале, когда ты начинаешь, она первостепенна. Все так начинают. Потом была интересна философия, работа с телом, раскрепощением. Это тоже такой, можно сказать, был своего рода мини-взрыв внутренний, потому что когда нам показывали, как можно без усилий освобождаться, без усилий забирать там оружие, кто на тебя там, в общем, проявляет агрессию, использовать силу противника, использовать за определенную механику, биомеханику. Но для этого есть такой термин, который нам все время говорили: прежде чем научиться управлять чужим телом, научись управлять своим. И для этого у нас были пластические движения, мягкие, волнообразные. Тогда я себя ощутил роботом, а потом всю эту пластику перенесли на пол. Это спецакробатика была, и для меня было откровение. Я помню это состояние, когда ехал там в троллейбусе в Алуште, и мне хотелось каждому сказать: ну, смотрите, как можно жить, можно двигаться, можно не напрягаться. И потом вот это вот состояние не расслабления, вернее, не напряжения, оно уже перешло в жизнь, когда ты, ну, был еще один момент, когда на вас создают напряжение, вы расслабляетесь. И это уже потом в отношении жизненных проблем, в отношении цели, в отношении каких-то ситуаций. И вот так оно уже начало затягивать. Ну, видимо, как раз боевые искусства были тем фундаментом, который подвели сначала к психологии, а потом уже к духовному восприятию. То есть вот такой путь открытий, который вас вдохновил, то, что можно в себе что-то открывать, чего раньше не ощущалось, и Открывать бесконечно можно, потому что
Наверное, благодаря боевым искусствам, и это понимаю сейчас, я понимаю, что тело — это самый великий наставник. Потому что если посмотреть, скажем так, даже поверхностно, ну, чуть-чуть заглядывая в глубину, мы же растем, и мы обладаем определенными навыками. И есть память в теле. Мы вырастаем, и это сокровище, оно вместе с нами тоже совершенствуется. Есть чувства, есть восприятие, есть определенные знания. Это все в теле записано. Есть такое высказывание, что каждый ребенок рождается мастером, но потом со временем забывает. То есть так интересно, что открытия в теле помогли или так вдохновили вас на поиск чего-то еще внутри, правильно? Если вы поняли, что вы можете открывать себе что-то новое в теле, что было уже не использовалось. Да, как ресурсы. Вначале вот именно это открытое состояние тела дало позволение именно и желание двигаться дальше, а вот когда уже при встрече с Мирзгарем Соколовичем ты понял, что, слава богу, что ты занимался телом, потому что ты можешь через это расслабление чувствовать уже другое состояние. Именно состояние силы, состояние влюбленности. Ну, я о другой влюбленности говорю. Вот во все в это тоже, например, не быть. Потому что многие оказываются в таких местах, к сожалению, ну и проходят просто так, формально. Как Юрий занимается фотографией, и может получиться так, что можно везде все нафотографировать, а потом показывать всем там, где ты никогда не был. То есть ты просто зафиксировал, но сам не соединился. Вот это уже дало система Мирзгарема Соколовича. Когда ты погружаешься, чувствуешь. Когда ты оказываешься, чувствуешь. Когда ты в местах силы оказываешься, чувствуешь. Когда ты с наставниками оказываешь, чувствуешь. И фундамент тела, база была готова, поэтому было легче. Это глубокое такое слово «чувствовать». Его сложно уместить в какие-то смысловые формат слов. Вот. Объем слишком большой, да. Да. Вот, но хотелось бы может, оттенок. Вот что для вас означает, например, быть здесь? Вот я просто хочу, поскольку мы здесь сейчас, вот разницу восприятия. Вот я пришел, да, я вижу рассвет, там еще что-то, есть чувство, это само собой. Но вот как это у вас ощущается? Ну вот, наверное, разница как раз в этом. Это у каждого есть. Можно просто видеть, а можно чувствовать. Вот мы сейчас сидим, мы приехали на рассвете. Вот начинает солнце, восход, да, начинает свое какое-то движение природа. Мы уже чувствуем изменение температуры. Вроде бы должно идти жар, но от озера идет прохлада. Это одно состояние. Если сопоставить, как солнце всходит, то у тебя тоже определенный рассвет внутри наступает. То есть тоже начинает раскрытие. Все же пробуждается, ну и ты начинаешь пробуждаться. И когда ты это состояние перекладываешь уже на определенные практики, вот, ну, с ребятами общаемся, да, кто-то на территории молитвы это перекладывает, что основным является, то уходит, скажем, состояние механическое. Ты начинаешь именно пропускать все через чувства, все начинает откликаться иначе. Воздух, ароматы мы улавливаем уже, они меняются с каждым изменением. Это одно состояние. Тот же вот песок, мы сейчас вроде бы как сидим, но есть ощущение пружинищее. И ты вначале это удивляет, потому что ты как все сначала ведешь, а потом, когда тебя направляют, ты начинаешь чувствовать уже не только 5 органами, а вот как раз пробуждается шестое. Идеальное состояние, интуитивное время, как раз момент восхода солнца. Познание души, вот оно бесконечно, да? Да нет, Вот. один раз познал. Один раз до 2 метров, да, а потом обратно. В зависимости от размера. Нет, конечно же, эта территория, она неиссякаемая, потому что, ну, примеров достаточно масса, большая, накапливается эта масса. Почему? Потому что вот мне всегда такое состояние внутри, вот просто вот на восход солнца смотришь, когда ты его видишь в разных местах, ты познаешь состояние своей души. Ты не можешь это описать, ты не можешь это рассказать каким-то правильным языком. Вот как можно передать чувство, когда ты смотришь на восход солнца? Одно состояние здесь, другое состояние, например, на Бали. Потому что там
закаты каждой и восходы неповторимы. Другое состояние, например, да даже в городе, когда там сквозь зеркальные здания, но ты соединяешься с солнцем, ты смотришь эту игру, ты смотришь эти преломления. А это как раз вот опять же открытие со своего состояния, своей души, потому что можно сказать, все, я в городе, я пока пас, пока у меня остановка, когда на природу раскроюсь. В том-то и задача, что вот мы, спасибо отдельно, что мы сюда приехали, мы теперь это заберем с собой. И мы сможем это воспроизводить, несмотря где бы мы ни оказались. Потому что это как вуаль, вуаль, вуаль. Ребята спрашивают, вот, ну, от места, где мы родились, вот вы в Крыму родились, как, вот, да, влияют места, где мы растем, вот, и есть ли у вас ностальгия по местам детства и всё такое? Ну, поправочку. Родился я в России, вот, в Воронежской, до 5 лет, Воронежская область. И, конечно же, это рождение я всегда ношу с собой, забрал его с собой навсегда, потому что есть определенное состояние, воспоминания, там, просторов, поля, реки и так далее, леса. А с 5 лет жил в Крыму, да, и это уже определенное состояние, когда ты проводишь детство. Вот, например, мы на море. С утра до самой ночи на море находились. И когда ты приходишь уже в своей взрослой жизни на это место, у тебя воспоминания просто накидываются на тебя. Потому что ты смотришь, вот здесь за этим камнем ты там прятался, здесь ты проплывал грот. А оно же все, почему я говорю тело, оно все в теле записано, все эти чувства и эмоции, когда ты даешь себе позволение соединяться, они все начинают пробуждаться, и оказывается, что нету там какого-то затишья, они также яркие. И вот эти состояния ты можешь использовать. Я всегда говорю, что места вашего детства, места вашего рождения, места ваших родителей, дома, это все, ну, для меня, по крайней мере, это места силы. Откуда ты можешь черпать, откуда ты можешь накапливать и откуда ты можешь наполняться. Почему мне нравится пример Мирзакрема Соколовича, когда он говорит, уже взрослыми дядями вы приезжаете к родителям, и вы можете позволение себе такое сделать, что вы можете, ну, где-то расслабиться, похныкать около мамы, около папы, сказать о своих проблемах, лечь, поспать. Это, опять же, такое детское состояние, где ты не соответствуешь, где ты не стараешься, скажем так, те, кто на тебя смотрит, быть вот таким, как они тебя ожидают видеть. Да. Поэтому я вернулся в своем воображении домой сейчас, я вернусь. Да, классно. Не, ну это классное место. Алушта, да? Нет, это как раз полуостров Тарханкут. Тарханкут, да, вы говорите. Я даже, ну вот ребята знают, те, кто на клубе, другие, вот это состояние, почему говорю место силы, я рассказывал этот пример, потому что было неожиданно, и почему вот эта взаимосвязь с наставником, когда ты даже рассказываешь то, что тебя удивило, он может так раскрыть, что тебя это удивит еще больше, потому что ты, это вот как раз безграничности своих состояний и состояния души, он тебе открывает еще одну валю в территорию, чтобы ты сюда заглянул. А пример такого плана, что вот как раз с супругой мы приехали на это место, и мне очень хотелось ей показать, потому что был закат солнца, мы сегодня на восходе, там был закат. И вот это, ну, красота, воспоминания. Я ее просто попросил проверить состояние, загадал там двузначную цифру. Она с первой попытки называет, без ошибки. Она мне обратную, я также называю. Понимаю, что вот оно, уже проявляется. И совершенно не задумываясь, потому что в памяти почему-то осталось, ну, так как целыми днями до ночи проводили, мы никогда не видели там, один раз видели дельфинов. А тут все как бы картинное, пейзажное, дорожка от солнца. Я говорю, как бы здорово, чтобы, говорю, сейчас из дорожки еще 2 дельфина. Не успел произнести, выпрыгивает 1 дельфин. Ну, женщина всегда недовольна, она говорит, а ты же сказал 2. И через время выпрыгивает 2 дельфин. Это настолько удивило, ну, до слез. И когда мастер вот это рассказал, я, то есть, вот взял то, что взял. Потому что думаю, вот оно, вот ощущение искренности, когда ты внутри формируешь, вот это желание, оно происходит. Когда рассказал мастер об этом случае, у него слезы пошли. Я так подозреваю от того, что я до конца не понимаю, что произошло. И потом он сказал, вот этот случай запомни, вот это состояние детства запомни, потому что это источник твоей силы внутренней,
но ты еще оказался вместе с силой своего детства. И был свидетелем, как твое желание, намерение приобретает материальное. То есть ты пожелала дельфинов, и на этом состоянии бедные дельфины плыли в другую сторону, но чтобы твои чувства уловить и показать, они выпорхнули. И это, конечно, открыло. То есть ты понимаешь, вот оно состояние, на котором уже можно формировать все остальное. Ну, по сути, мы и живем ради таких чувств. Ну, не то чтобы, чтобы жить в таких чувствах, да? Да. Ну, по крайней мере, этого не хочется терять. И болезненно, наверное, когда ты знаешь, что это есть у каждого. А болезненно почему? Потому что есть родные, близкие, и ты понимаешь, что у них это есть, но по каким-то причинам восприятие вот такое. И тебе хочется раскрыть. Да, могут тебя воспринимать странным человеком, но ну как вот сейчас вот мы сидим, если современным языком, тут же не 3D формат. Тут и 10, и все. Птицы летают, фламинго летает, лебеди, деревья, песок, воздух. Тут такие объемы. А это только если мы говорим о 5 чувствах. А если мы подключим состояние, это совершенно другие краски приобретают, совершенно другой объем, совершенно другого рода восприятие. И каждый из нас в это окунается, но очень часто забывает это. Когда ты целенаправленно, осознанно идешь, вот, да, это то, что как раз это желание, наверное, подсознательное желание каждого человека. Но вопрос, почему некоторые себе не позволяют, почему останавливают, почему желают выше становится желание соответствовать. А это уже искусственность. Это уже какое-то такое биомеханическое состояние жизни. Скажу, 70% вопросов отпало. Я сейчас... Вот, но все равно я буду наивным и спрошу. Мне просто это то, что мне интересно. Не знаю, может, не интересно, а просто как меня словили, я вам скажу, на что меня. На всякие то, что на тайнопись, что в стихах есть вуали, что они ну, раскрывают чувства, что-то, и вот что-то мистичное, и тоже вот этот поиск весь через через другой путь. И он меня даже заставил дом покинуть, где-то искать что-то, бродяжничать. Мне интересно, как вы там открывали эти вуали, и как можно сказать, как был путь вашего сердца, вот можно так сказать. Я думаю, этот путь, он, дай бог, он только начинается, потому что то, что, да, удалось уловить, прожить, воспринять, оно, конечно же, ну, это вот, наверное, такое какое-то омовение, и это омовение очень часто, и ты желаешь, чтобы это было, продолжалось, оно через слезы шло. Как говорят очень часто, что сердце открывается через боль. Почему? Потому что как раз вот то, о чем мы говорили предварительно, вот эта территория, она блокирует то, что мы хотим видеть, воспринимать, чувствовать. Не имеет значения место, страна, язык и так далее. Но вот то, что в голове формируется, формы, они как оковы создают, как тюрьму для души, для сердца. И когда вот это раскрывается, конечно же, эти раскрытия, они были разнообразными. И одно из них, вот я могу сказать, для меня было очень непростым, когда Мирзакрим Соколович дал задание, ну, я оттолкнусь вот от того, что было произнесено, от стихов четверостишия. Почему? Потому что мастер говорит, если ты начнешь писать, а ты же никогда не писал, это вообще неизведанная территория, но когда ты начнешь писать и пропускать через сердце, не через разум, а когда твое сердце будет отражаться в эмоциях, то ты тогда написала отсюда. И это будет тебе говорить о том, что вот она, одна вуаль, что ты находишься в нужном состоянии. То есть через вроде бы обычное, через ты растишь, если ты напишешь обычно, оно обычно на уровне головы останется. Если ты напишешь через сердце, и когда ты не можешь, потому что слезы заполняют твои глаза, перечитать то, что ты написал, вот это ты прикоснулся. А это уже можно использовать, и тогда другого рода тексты, те же книги, те же песни, те же стихи, ты уже читаешь, ну, как говорят, зрение сердца. Есть обычное зрение, а есть зрение сердца, есть слух сердца. И ты начинаешь слушать, видеть по-другому. Это уже совершенно другого рода восприятие.
Самое главное, ты начинаешь слышать вот эту взаимосвязь с наставником. Потому что наставника тоже можно слушать головой и долгие годы находиться рядом, слушать внимательно, правильно, качественно, соответствовать. Он говорит весомо, ты весомо слушаешь. Ну, все на уровне просто правильности. То есть, правильно ли я услышал, что нужно самому от сердца написать что-то, чтобы вот прочувствовать? Могу упростить. Это тоже одно из заданий. Молитвы какие-нибудь знаешь? Да, Знаешь. Свою молитву создавал? пробовал, да. Получилось создать через сердце? Я отвлекался, по-честному. Вот. Поэтому если вот в этом направлении, это тоже одно из заданий. Когда ты каждое слово пропускаешь, а у тебя губы начинают трястись. У тебя взгляд не от того, что страшно, а от того, что ты не можешь выдержать, от этого проявления любви, которое ты смог выразить. И когда есть правильное состояние, есть правильные слова, да, это не отрицается, потому что люди тоже это создавали. Но когда ты не просто форму создаешь, а когда ты ее пропускаешь через сердце, это определенная огранка. И она звучит от сердца, тогда обращение идет от сердца. Нету просто набор правильных слов. Вот сейчас фламинго на уровне солнца пролетел. Да. Это вызывает слезы. И потому что солнце бьет в глаза тоже. Это физиологическое проявление и опыт оператора посадить Да. человека Профессионал. против солнца, да. Вот работает профессионал. А как понять, человек вообще находится на пути или нет? Вот, допустим, я к себе, то есть я что-то делаю, там, работаю, что-то познаю, не знаю, практикую слабо, но по жизни применяю, и оно как-то проявляется. Вот. Ну, как вот понять, человек, он на пути находится или нет? Я думаю, по результатам. По результатам то, что вокруг тебя происходит. Потому что если вот, зная то, чем ты занимаешься, и то, какие проекты создаешь, куда, в какие проекты ты входишь, какие люди, вот ты же сам перечислял, помоги мне, с кем ты работал? С Константином? С режиссерами Да. большими, да, Вот с там «Пятый Пьер элемент», «Пятый Морель, элемент», да. ты говорил, да, еще. Да, и заложницы. Ну, режиссеры и художники, операторы, постановщики. Смотри, у тебя же есть внутренний поиск, начнем с того, что ты хочешь самореализоваться, как один из вариантов, да? Мгм. Но на этом поиске ты начинаешь уже искать то, что тебе вот здесь резонирует. А если через творчество просто посмотреть, вот вдруг на твоем пути появляются такие известные личности. Не каждому дано же, правильно? Мгм. То есть ты уже можешь у них обучаться, это уже определенно. То есть путь может быть разным. И когда ты смотришь на результаты, с кем ты оказываешься рядом, ты, например, у тебя открывается возможность там поехать в какие-то святые места, у тебя появляется возможность общаться с наставниками, и они появляются в твоей жизни. И есть вот то, что Мирстрим Соколович, он тоже в свое время немножко вектор изменил, потому что есть же такая, как бы внутри всегда витает, что когда ученик готов, тогда появится наставник. А другой момент, когда ты в поиске находишься, тогда он появляется. То есть поиск — это и есть уже путь. И поэтому ты через свой... Ты говоришь, что ты не практикуешь. Правильно делаешь. Шучу. Ты говоришь, что ты не практикуешь, но опять же, смотря с какой стороны посмотреть. Видишь, твоя практика через самореализацию, через состояние, тебя же резонирует все равно твоя душа, когда ты занимаешься съемками. Не зря ты нас сюда привез, не зря ты на фламинго привез. И поэтому в этом пути открываются те люди, которые в этом пути также обладают определенным мастерством. То есть на данном моменте, плюс ты рассказал, что у тебя встреча есть тоже с суфийским мастером, поэтому, видишь, это ты говоришь, что ты еще не на пути, а уже путь давно определен, нужно его просто принять на данный момент. Да. Ну, я имею в виду, что и у меня такое иногда чувство, что я или остановился, или, опять в такое вернулся в сонное состояние. Вот мне вот непонятно, говорят, человек пробужден или не пробужден, да, допустим. А как понять, я сплю или нет, вот это интересно. Не поймешь, пока не проснешься. Да. Но смотри, если от предыдущего разговора оттолкнуться,
Для меня пробуждение, когда ты начинаешь все вот это видеть, то, о чем мы говорили. Все то, что ты начинаешь воспринимать и ощущать по-другому. Вот, опять же, определенные объемы появляются, определенное видение появляется. Многие же люди, вот территория, вот то, что мы говорим, пробуждение, либо не пробуждение спящего, да, это когда просто, ну, Мирский Имсакович всегда объясняет это: работа, дом, сон, опять работа, дом, сон. А когда у тебя, вот ты посмотри, пробужден, отталкивайся опять от результатов. Сколько ты за свой период времени увидел стран? Сколько ты лет жил в каждой стране? Сколько ты встретил интересных людей? Что-то же тобой движет, значит, ты точно не спящий. Потому что спящие, они не двигаются, они находятся в этом полукоматозном состоянии. Оно такое амебное, комфортное, устойчивое. Хорошо. У меня был такой сон, он очень был реальный, где я увидел свое внутреннее, как можно сказать, духовное существо или что. Оно было, ну это было 2 или 3 года назад, и оно было в темнице такой, и оно очень было слабым, лежало на полу. Я прям ощутил, что это я. Интересный вопрос. Это был, ну, бред моего разума или это что-то, что... Просто я об этом поделился с некоторыми тоже клубниками. У некоторых тоже подобное было. Такая... Ну, знаешь, Юра, отвечу так. Если бы это был бред, ты бы не делился, ты бы его не задавал сейчас этот вопрос. А вопрос у тебя, видишь, еще и глубже идет, потому что ты почувствовал, что это твоя суть, определенно связанная с духовной частью. И у тебя дальше идет запрос, как подпитывать, потому что ты слабость уловил. Поэтому ты в предыдущем диалоге также ответил, что практикуешь не так много. То есть это тоже питание, да, это подпитка. Это определенное состояние, и это состояние, конечно же, это и территория, в первую очередь, и молитвы тоже. И ты можешь это создавать, скажем, где угодно, использовать вот то, что мы говорили, предыдущие территории силы, местности и так далее, да. Поэтому раз у тебя запрос такой есть, и раз тебе идет информация через сон, и раз ты это ощущаешь, и раз ты это не просто так оставляешь, а повторяешь и задаешь вопросы, и делишься, наверное, вот на твоем пути пришло время. Смотри, если опять у тебя появился наставник, да, один, другой, третий, в творчестве. У тебя появился человек, который связан с суфизмом, который погружен в это, который был в коне. Почему появляется этот человек? Почему вы давно появились. Почему появляется такой сон? Почему появляется такой вопрос? Понимаешь, значит, все у тебя уже направляет к тому, чтобы вот это пробуждение стало окончательным. Вот такая простая жизнь у тебя начинается. Да. Ну, и вы говорите, что есть пробуждение окончательное, то есть это что-то другое, то, что не Я говорю пропустишь. пробуждение окончательное. Ну, Если бы, скажем, удалось, знаешь, как хочется оттянуть этот момент, потому что когда окончательно, то все заканчивается. Поэтому здесь этот момент, чтобы говорить о том, что есть пробуждение окончательно, это, наверное, только могут те, которые к этому пришли. Но стремиться к этому состоянию, к этому восприятию, да, это, наверное, тот момент, с одной стороны, непростой, с другой стороны, он сладкий, потому что каждый раз, вот то, что мы говорили, какая-то вуаль пробуждения открывается, и ты дышишь по-другому, ты видишь по-другому. Восприятие другое. Знаешь, я понимаю, вот смотрю в глаза, то есть смотрю в реакцию, потому что ты как человек творческий, ты чувствуешь, о чем говорю. И когда ты делаешь съемки, когда ты выбираешь места, там, даже вот сейчас, там, свет, полутень, можно же съемку вести в полной тени, тебя не видно, меня не видно, зато как комфортно. А можно ловить вот эти ракурсы, и у тебя, видишь, совершенно по-другому это все открывается. Я тебе встречный вопрос задам. Поменяем ракурс. Не будем меняться местами. Почему отпали вопросы? Ты еще там сказал, что 70% вопросов у тебя, которые были, отпали. Почему? Отпали, потому что есть какой-то корень вопроса, от которого идут разные развилки уже, и их может быть тысячи мелких. Но вот в основе вы что-то ответили, и оно отбросило надобность
других вопросов, ну, или они стали неактуальными. Вот, в этом дело, я думаю. Ну, еще я как-то наполнился, прочувствовал что-то, и здесь мне хорошо. А когда хорошо, оно так просто Уже постоим не там, хочется. да. Хотел спросить, вот путешествие, да, мы все живем здесь, чтобы изучать этот мир. Есть сенсоры. У меня такое восприятие. Вот Мгм. меня поместили куда-то, где я не знаю, кто я, что за место вообще. И ходим тут с сенсорами, которые нам дали, изучаем что-то. Мгм. Вот. Когда вы путешествуете, что это для вас путешествие? И что во время путешествия открывается для вас? Ну, путешествие это прежде всего, наверное, как раз отпускание своей души. Почему? Потому что идет определенное раскрытие, и, ну, как ты сказал, наполнился, да, идет наполнение, оно такое всестороннее, потому что это, вот даже сейчас скажу, вот я с ребятами делился, ты наполняешься тем, что ты видишь другой ритм. Вот непосредственно сюда приехал в Дубай, это за короткое время начинает тебя наполнять, потому что есть некая неспешность. Ты видишь, что нету какой-то осторожности во взглядах, нету какой-то скованности. Ритм, он такой текучий получается. Ты постепенно входишь в этот ритм. Хотя, несмотря на то, что все там супер современно, супер там выстроено, но вот это состояние, вот в этом данном путешествии, оно начинает открывать совершенно другой формат, потому что, ну, наверное, вот эта ниша в душе, она как-то не была до такой степени в соприкосновении. Когда природа, да, тут уже откликается все, потому что как-то так в жизни быстро выстроилось, что мы были и Таиланд, и Бали, и Вьетнам, и Китай, и так далее. И все это, но откликается почему быстро? Потому что любой запах, любой там сюжет какой-то пейзажный, он уже давно прописан в душе. И когда это путешествие, скажем, задерживается, оно начинает как-то создавать ритм. Давай, 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 восполни память, раскрой. Сейчас вот другой этот определенный участок, вот в данном случае в Дубае, еще раз повторю, он открывает совершенно другое состояние. Это то, о чем говорю. Ты можешь взять природное состояние, привнести в территорию своей жизни, в город. Но можно и город взять вот в этой неспешности, в этой текучности, в этой неповторимости конструкции, зданий и всего остального. И тоже открыть через современный мир тоже. Вот для меня это новое, например. Я первый раз в Дубае, но вот благодаря ребятам, вам всем, он для меня открывается совершенно другом. И даже вижу реакцию, когда мне хочется делиться, чтобы как можно больше людей это увидел. Но иногда вижу тоже, ну как это? Ну это все же иллюзия. Ты через иллюзию можешь раскрыть состояние души, если ты станешь ребенком. И это тоже можно использовать. А можно себе правильно сделать определенное восприятие и сказать, так, это иллюзия, это шаблон, это здание, красиво, это мы не принимаем. Вот, пошел я к дереву. Лучше к дереву Будды. Буду там сидеть до самого просветления. Ребята там с группы спрашивали такой интересный вопрос, не знаю, как вы думаете, какой бы был ваш жизненный путь, если бы вы не нашли наставника, мастера, и как бы вы искали информацию или что-то, вот как бы Да все просто, сам бы стал наставником. сразу, да? Шучу. На самом деле, я думаю, он бы был бы точно такой же. Почему? Потому что я пробовал уходить с этого пути, а, но что-то, видимо, там заложено у каждого для нас. Как говорят, у Бога на каждого из нас есть планы. Самое, наверное, радостное, когда ты начинаешь, ну, хоть как-то прикасаться к этому плану, чувствовать, слышать и двигаться по этому. Я честно пробовал уходить и с территории боевых искусств, потому что я понимал, что, ну, как-то это вот уже все знакомо. Потом входил в другом формате. Если бы ушел откуда-то, ну, из какой-то территории, 100% оказалось, ну, может быть, где-нибудь в Индии, ну, где-нибудь, вот мы в йога-центре, через йога-центр бы, наверное, зашел. И это, видимо, такая, ну, как бы составляющая, наверное,
благодаря родителям, благодаря тому, что вложено, вот это зерно где-то там росток дало. И если сказать, вот, например, логически посмотреть, все в роду, вот сейчас с мамой говорил, были учителя. Как бы я от этого не бегал, я проходил тренинги там современные, мне нравилось обучаться. Но потом почему-то я сам стал проводить тренинги, начал преподавать по системе. И потом, когда ты понимаешь, что ты бегаешь от того, что есть, и ты просто это принимаешь, вот тут как раз и раскрывается все. Мгм. Поэтому я не думаю, что изменился этот путь. Ну, Э, бизнесменом я бы точно не стал. Не моя территория. Ну, я заходил у вас на сайте, у вас на сайте у вас есть список наставников и благодарность, как бы им это, вот, насколько, ну, я понимаю, насколько важна благодарность вот для тех людей, которые на что-то новому научили, вот, но э, как это в вас воспитано, вот эта благодарность и за тех, кто вас учил? Вот, например, к сожалению, ушел из жизни, и, к сожалению, многие из них ушли. Был наставник Щетинин такой, да. Почему? Он не был напрямую наставником, но так как меня жизнь свела, и я мог находиться там, и я преподавал там какое-то время боевые искусства. Его неординарность, его подход, обучение, и как он раскрывает детей через их родовое начало, и какие знания колоссальные в тех же рисунках, в тех же занятиях, когда они могут уйти куда-то на озеро и проводить там совершенно разного рода уроки. Для меня это человек открытия, потому что нету этих шаблонных каких-то, опять же, там правильных кабинетов, правильных расположений окон, которые все, наоборот, закрывают. И эта благодарность, она выражается через то, что ты, ну, как минимум, ты начинаешь делиться, рассказывать об этом, потому что ты хочешь поделиться, чтобы как можно больше людей узнали, потому что ты к этому прикоснулся. Если брать, например, Александр, это с Ростова-на-Дону, донское казачество, танцор, он для меня раскрыл просто нереальные возможности тела, движения тела. И я никогда не подозревал, что так можно крутить суставами, ногами. А это тогда в мире боевых искусств дало мне позволение, что я могу наносить неподготовленные удары с любой позиции, с любого положения. И если идти там князь Тимофеев Голицын, это человек, который, он в своем возрасте, он всегда доносил суть мужского состояния. Это должно быть внутренний стержень, несмотря ни на что, чтобы жизнь тебя, как бы она ни гнула, ты всегда должен сохранить. Ну, просто представьте, вот вы иголка, и все. И он это на своем примере доказывал. И от этого колоссальное уважение. И я до сих пор это рассказываю, как возможно, я это выражаю там в видео, как возможно, это я делюсь там с ребятами, которые вот входят, например, в территорию там боевых искусств. И они не знают вообще своей истории. Они опять куда-то там смотрят в сторону. Многие вещи рядом. И своего первого тренера, который обучал дзюдо, самбо, он вкладывал совершенно другие вещи, которые для меня тогда были незнакомы. Это незнакомо, это дисциплина. Прежде всего. И, конечно же, Никогда не слышал. про дисциплину никогда. Вот придется тебе, когда в практике войдешь, появится у тебя, скажем, такой наставник, который будет тебя гонять в территории дисциплины. Незнакомое чувство, я знаю, прекрасно тебя понимаю. Поэтому это состояние, его описать, как ты говоришь, его состояние благодарности тяжело, оно где-то вот здесь, не знаю, оно пробуждается через воспоминания, ты начинаешь это раскрывать так, один лепесток, другой лепесток. Именно лепесток, не такое там, вот мой наставник один, мой наставник, а это какое-то как дуновение, но которое ты хочешь поддерживать. И вы еще общались, я так слышал, с Бертом Хеллингером. Там немного обучались, да? Мы просто были с самым основным наставником, которому безмерную благодарность всегда выражаешь, это Мирзаклим Соколович, потому что через него другие наставники появляются. И Мирзаклим Соколович, он, наверное, вот здесь, наверное, вот уже не лепесток, а цветок раскрывается. Почему? Потому что он, наверное, и веру определенную закладывал, и состояние души максимально раскрывал.
и чувствование. Наверное, какая-то была внутри, там, скажем, природная составляющая, да, до этого боевые искусства, то, о чем говорили, но он как-то ненавязчивый, он как-то совершенно вот просто таким дуновением направлял, и это через слезы, через открытие, через откровение, оно давало позволение совершенно по-другому это все открывать, и не через ломку, а именно через какую-то благодать. И вот он, ну, наверное, таким особое место занимает, и поэтому через него уже дальше просто были встречи с Берт Хеллингером и там его супругой, другие тоже были, там в Улан-Удэ встречались с Ламой, тоже предварительно Мирская Соколович с ним встречался, и он просто как-то, он может сказать, просто поехали, просто пойдем, а когда ты приходишь, ты оказываешься опять там какой-то с известной личностью, которую весь мир знает. Для него это совершенно другого рода общение. И поэтому я не могу сказать, что я обучался. Хотя, с другой стороны, могу сказать, что обучался, потому что когда ты наблюдаешь, ты уже обучаешься. Но вот, да, там какой-то был прямой диалог, но это не обучение было. Это взаимодействие было. Для меня обучение, для него взаимодействие, для Хеллингера я имею. Интересно, как мир раскрывается через наставников и через открытие души. Вот, ну, это глупый вопрос, как и... Как предыдущее, да. Как вы считаете, вот много же, я слышал, много было учеников, и кто-то там не проходил какие-то определенные испытания там на эго или что-то. Как вы считаете, в чем, почему у вас получилось проработать эти моменты? Как это? Ну, потому что я особенный. Что ж. Всё ясно. Ну, это поэтому и глупый вопрос. Ну, он, ну, может, в этом, ну, как-то можете по-другому ответить. Ну, он на самом деле не глупый, он очень непростой. И сказать, что, например, что я там прошел и мне удалось, это тоже вопрос. Он очень непростой. Кто знает, где, на каком этапе я сейчас нахожусь, это только знает наставник. И если, например, я опять хочу вернуться к Мирзакраиму Соколовичу, потому что у Мирзакраима Соколовича тоже были наставники, у которых нам тоже удалось благодаря ему находиться. И вот через них ты иногда начинал, ну, совершенно по-другому воспринимать самого мастера Мирзакраима Соколовича. Просто каким-то молчанием, просто каким-то взглядом, и иногда ты это сопоставлял. И, ну, наверное, как один из моментов, это самая непростая территория, которая помогает, и с которой очень трудно взаимодействовать, это территория естества. Вот именно обращать внимание на свое состояние естества. То, что ты чувствуешь, ты говоришь, то, что ты переживаешь, ты проявляешь. И то, что ты ощущаешь правильно, неправильно в практиках, тех же там интуитивных, ты делишься с этим, об этом с мастером, не боясь, что он скажет, ты куда ты пошел, зачем ты в эту территорию. Нет, он как раз вот то, что ты говоришь, если есть эта возможность, он как раз может вот на этом естественном открытом состоянии дать хорошее направление. Поэтому, еще раз говорю, я не могу сказать, там, утверждать, что я там что-то прошел, но то, что мне помогает, я могу вот это поделиться, это территория естества. Потому что ты наблюдаешь за мастером, насколько он естествен. И иногда это просто поражает. Даже иногда это создает такое на будущее приятное, что он может сказать, не буду проводить занятия. И просто уйти. И такое было. А вот когда сложно, когда в жизни сложности, может, на кого вы опирались или на что внутри? То есть во время преодоления этих или испытаний, или что-то, может, движет? Ну, сложности были. Я думаю, будут они, и они появляются. Одна из опор, которая вот сейчас кругами ходит, это вот на супругу. Конечно же, на нее, потому что когда есть человек, который тебя понимает, который тебя дополнительно
и поддерживает, и направляет, это, ну, я считаю, это самое ценное. Потому что когда ты один, ты, ну, можешь просто даже не туда уйти, не туда заглянуть и не с тем остаться. А когда ты через диалог, иногда даже когда тебе не хочется этот диалог вести, но она выводит на этот диалог, то, ну, бывает момент, когда не хочется. Ты начинаешь опять проговаривать, ты начинаешь чувствовать, а ты сам от себя-то вроде как тебе естество помогало, а ты от него сейчас вдруг закрылся. А оно тебя выводит на это состояние естества, потому что, ну, вместе уже столько лет, и она в этой методике тоже. Да еще и гоняла в свое время. У вас? Первый, кто меня гонял после Мирзакарим Станковича. Класс. И до Мирзакарим Станковича. Классно. Там вы и познакомились. Там мы познакомились. Мы все приходим, чтобы что-то в себе открыть, чтобы мир воспринимать, вот, опять же, через свои открытия, которые мы делаем. Вот, и может что-то вы пожелаете нашим клубникам и всем остальным? Ну, чтобы открыть это, наверное, одно и скажу, исходя из нашей беседы, это доверять себе, слушать себя, чувствовать себя и чувствовать тех, кто рядом с вами. И тогда будет меньше сопротивления, меньше преград, меньше препятствий. Окей, спасибо. Спасибо. Спасибо, мастер. Спасибо.